Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу очень вкусный кокосовый тортик. Ингредиенты и калорийность оставлю в конце. Для бисквита 50 грамм обычной овсянки измельчаю в блендере, но не в муку. Два яйца взбиваю в легкую пену. Добавляю 250 грамм мягкого обезжиренного творога, щепотку соли, 4 мерные ложки сахарозаменителя, полтора грамма ванилина, и снова взбиваю миксером. Высыпаю 80 грамм кокосовой стружки, 50 грамм перемолотой овсянки, 10 грамм разрыхлителя, и 20 грамм соевой муки. Все окончательно перемешиваю. Перекладываю тесто в форму диаметром 16 сантиметров. И отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Бисквит проверяю деревянной палочкой на готовность, она должна выходить сухой. Накрываю фольгой и оставляю остывать. Для крема в кастрюльку выливаю 300 мл молока, добавляю туда 2 яйца, 2 щепотки соли, три мерные ложки сахарозаменителя, все это хорошенько перемешиваю. Добавляю 15 грамм соевой муки. Далее на медленном огне увариваю до легкого загустения, при этом постоянно помешивая. Самое главное, крем не переварить. Когда крем начнет булькать, снимаю с плиты. Переливаю его в холодную емкость, чтобы скорее остыл. Добавляю 30 грамм ванильного протеина, можно заменить на сухое молоко. Также добавляю ванилин интенсив, если у вас обычный ванилин, то можно побольше. И 5-6 капель миндального ароматизатора. И окончательно перемешиваю миксером. Накрываю и охлаждаю.
Теперь в холодный крем высыпаю 10 грамм загустителя для сливок. Очень важно, чтобы крем был именно холодный, иначе загуститель не сработает. И быстренько перемешиваю миксером. Вот такой довольно густой крем получается. Мой бисквит постоял в холодильнике. Вот так легко с остывшего бисквита снимается форма. Делю бисквит на 3 равные коржа толщиной примерно 1 см. Для этого острым ножиком делаю надрезы по всему периметру с шагом в 1 см. В этот надрез продеваю обычную нитку и крест-накрест ее стягиваю. Таким образом получается тонкий и ровный корж. Теперь совсем слегка измельчить 40 грамм жареного миндаля. Вот такие довольно крупные кусочки должны остаться. С сильно дробленными орехами будет неинтересно. Собирать торт нужно в кольце. На дно подложки кладу чуть-чуть крема, чтобы торт не скользил. Выкладываю первый бисквит. А на него примерно 3 большие ложки крема. И распределяю. Дальше выкладываю примерно половину миндаля. Снова бисквит и повторяю слой. Третий бисквит слегка придавить. И выложить на него чуть-чуть поменьше крема, чем на предыдущие. Отправляю в холодильник на несколько часов, чтобы торт хорошенько пропитался. Снимаю кольцо. Если между кольцом и ацетатной лентой попало немного влаги, то могут возникнуть небольшие трудности. Высыпаю сверху кокосовую стружку. Бока крема оставлю без оформления. Это идеальный торт для домашнего чаепития. Он мягкий и очень сочный.
Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!